Добрый день. Второй прогноз для рыб на февраль 2024 года. Что ожидает рыб в феврале 2024 года? Атмосфера месяца, работа, финансы, личная жизнь, состояние эмоциональное, физическое, события, которые будут происходить, или люди, которые вас окружают, и совет от Ленорман. Итак, атмосфера месяца. О, прекрасная карта. Шестерка жезлов. Успех. Успех во всем, приподнятое настроение. Это похвала. В общем, честь и хвала. Так, какая-то гордость, может быть, за себя, за свои достижения. В любом случае, эта карта говорит, что бы здесь не выпадало дальше в остальных позициях. У вас такое воодушевление, да, вы будете довольны собой в любом случае. Давайте смотреть работа. Восьмерка жезлов. В ваших руках здесь все кипит или горит. То есть работа спорится, все идет быстро, без сучка, без задоринки. Для тех, кто работу ищет, вы ее найдете, причем очень скоро. Может быть, неожиданно, настолько хорошую, насколько только могли себе представить. Действительно, такая, может быть, выгодное предложение, желанное, интересное, да, то есть не просто там что-то действительно, что вас заинтересует, чему вы порадуетесь. Кстати говоря, именно не вы можете найти, а вас найдут, да, то есть к вам стрелы летят, вас будут хотеть, вас будут просить, приходите, пожалуйста, к нам на новое место, вы нам очень нужны. Ну, все в бизнесе спорится, ладится, на работе все отлично, все прекрасно. То есть здесь вот стрела упала, и вот эти вот бумаги, какие-то документы прямо разлетелись. То есть быстро все делается, быстрое принятие решения. Здесь все прекрасно, работа спорится. Так, давайте посмотрим финансы, чтобы они у нас не затухли. Мы сейчас для вас новую свечечку зажжем. Так. Подогреем, так сказать. Жезлы в фоне месяца, жезлы в карьере, масть огня. Так, еще разочек давайте. Ну-ка, смотрим. Маг, вот, все в ваших руках. Ну, здесь хочется сказать, все к вашим ногам. Тут здесь маг у нас даже как-то парит. Конечно, это получение денег, на которые вы рассчитывали, которых вы добивались. Это могут быть деньги как от вашей работы, и также деньги из других источников. То есть вы прямо как по магу, как магнит будете для денег приманивать, будете к себе. В то же время вот здесь вот все-таки маг у нас показан как человек, который оторвался от земли. Но я эту картину вижу так, что доход у вас настолько хорош, что вы о деньгах как бы уже не думаете. Вы вот от земли оторвались, как бы воспарили. То есть, ну, можно сказать, насколько это вообще можно так выразиться, что вас деньги на данный момент не интересуют. Но это же прекрасно. Значит, у вас голова о них не болит. У вас, значит, в голове что-то более, может быть, для кого-то более духовное, может быть, для кого-то другие сферы превалируют. Может быть, это, знаете, сама вот эта вот цель, когда вас вдохновляет работа. Посмотрим сейчас, что там по другим позициям. Но это как вот вы добились всего, и теперь вот вы чувствуете вот эту вот власть, вы чувствуете, все равно основа-то она под вами есть, потому что, ну, куда мир материальный, да, куда мы без
Куда мы без материальных, да, без финансов, без нашего имущества. Все. Ну, у мага все есть, понимаете? Вот он не привязан к этому. Вот сказать, знаете, как не чахнет над златом, вот так сказать. Деньги есть, конечно, потому что успех будет во всем. Но вот вы сейчас как-то выше этого, либо мысли, они не будут у вас вот не будет проблем с этим, да, не будете думать, вот засыпать и просыпаться с той мыслью, откуда же мне их взять. Вы уже взяли, вы теперь еще там дальше чем-то занимаетесь. То есть я здесь вижу, что как бы для вас деньги это не проблема. Они у вас есть, поэтому есть о чем подумать о другом. Например, вот как прорыв в работе, это прорыв может быть, да, это также может быть карьерный рост, потому что это какой-то мгновенный успех. Это здесь огонь, да. Давайте посмотрим личную жизнь. Карта сила здесь вам выпадает. Ну, прежде всего, это говорит о том, что в отношениях будете доминировать вы, чему вы, собственно говоря, и будете рады. Мужчина вы или женщина, вас будет такое положение вещей устраивать. То есть, ну, по сути, это как я сказал или как я сказала, так и будет. И вас это полностью будет устраивать. Давайте все-таки, хоть расклад на вас, давайте посмотрим, будет ли устраивать это вашего партнера, потому что восьмерка пентаклей. Собственно, да, он или она готовы для этого делать все. То есть, опять, здесь вы как лев, царь зверей. Как я сказал, так и будет, как я хочу, так и будет. И, собственно говоря, ваш партнер, он никак этому не противится. Поэтому здесь и вы, собственно говоря, в хорошем настроении. И его это устраивает, и вас это устраивает. У вас, видите, как две карты выпадают на доминантную позицию. И маг, человек, который держит все в своих руках. И карта силы, это тоже человек, конечно, который владеет ситуацией, да, который контролирует все. Ну, вот у вас и здесь сразу выпадал успех, то есть это когда? Это уже достижение, да? Это не когда вы идете к цели, когда вы ее уже достигли. Соответственно, вы понимаете, что вы знаете, как обращаться с финансами, как строить личную жизнь. Для тех, кто не в паре, это я не могу сказать, что здесь прям встретить человека, свою судьбу, человек всей своей жизни, но это как быть в центре внимания, притягивать к себе взгляды людей, то есть вы будете привлекательны для противоположного пола, вам это будет приятно, вам захочется вкладывать, может быть, в себя еще, в саморазвитие, как физическое, так и внутреннее. То есть, к вами могут восхищаться, как вот этим львом, вам это будет приятно. То есть это внимание в любом случае. А уж сделаете ли выбор кого-то из этих партнеров потенциальных для себя или нет, это уже вы можете мне написать в комментариях. Давайте посмотрим ваше состояние физическое, эмоциональное. Королева мечей. Ну, королева, что сказать. По физическому состоянию здоровья, конечно, берегитесь различных простуд, каких-то уколов, порезов. Конечно, это мечи, да, у нас. А по эмоциональному состоянию это некоторая холодность, поэтому здесь вот есть риск у вас упасть все-таки в гордыню, потому что это не просто гордость и довольство собой. Вот вместе с королевой мечей это именно может обернуться в гордыню. Плюс у вас еще и такие вот выпадают. Такая тенденция у вас наметилась. Я маг всемогущий, я карта силы на вас выпадает, то есть я все могу. Королева мечей это именно может быть в сочетании с этими картами гордыня. Успех. То есть давайте я здесь, знаете, как спрошу, дополню эту карту по эмоциональному вашему состоянию. То есть, так держать, либо это может чем-то обернуться для вас негативом. Да, побудьте такой или таким, потому что время ваше пришло. Гордиться собой – это как раз время для вас на загаданный период. Это может, кстати, вам дать еще какие-то бонусы в будущем, с прицелом на будущее. То есть ваше поведение такое, несколько задрав нос, оно неспроста, и оно здесь будет вам на руку. Как там остальные при этом будут себя чувствовать – это вопрос. А вот вам будет в таком состоянии очень даже комфортно и хорошо. То есть это человек, который знает себе цену. Вот это ваше эмоциональное состояние,
настроение. Да, я такой, я такая, я многого добилась и могу себе позволить. И вообще делаю все, что хочу. Вот у вас здесь такое вот настроение месяца. Давайте посмотрим, что вас окружает. Четверка жезлов. Ну, кстати говоря, у кого-то это может быть ваша семья, ваши родные, близкие люди, которые, в общем-то, будут вас поддерживать. Да, они как-то видят, что вы добились или добьетесь больших результатов, и, конечно, они вам рады. Для кого-то это просто дом. Если вы живете один или одна, это когда дом и стены помогают. Это когда то место, где вы, место силы, место, где вы набираетесь энергии. Давайте еще посмотрим. Паш жезлов. Да, это место, где вы набираетесь энергии. Словом, живете ли вы с семьей, либо один дом, то есть это ваш дом. Это то место, где вы черпаете энергию, где вас поддерживают. Вот это будет основным то, что рядом с вами, то, что вокруг вас. Здесь не говорится о каком-то конкретном человеке, да, здесь говорится о доме, как о вот этом месте, где вам, собственно, хорошо. Вроде как и здесь, и вы светитесь, как солнце, да, на пьедестале, везде вы доминируете, значит, есть над кем доминировать, да, то есть это не говорит о том, что у вас здесь нет общения, но, тем не менее, вам хорошо и дома комфортно. Может быть, дома вам также приятно разделить этот ваш успех, ваши достижения. Давайте посмотрим совет. Мужчина. Так, вот мужчина нарисовался. Кто его искал? Для женщин. Вот он, ваш мужчина. Для тех, кто смотрит мужчина, это, конечно, вы сами. Давайте здесь дополним отдельно. Для женщин. Я сказала, вы там будете привлекать внимание, да? Давайте посмотрим. Для женщин, которые ищут партнера, которые сейчас не в паре, для женщин, которые в паре, и для мужчин раскроем, да? Потому что это вы сами. Так, для тех, кто не в паре. Но все-таки, знаете, для тех, кто не в паре, это отмести какого-то ухажера по карте гроб, да, когда вы примете решение, нет, он мне не соответствует. Но это опять, скорее всего, здесь королева мечей свой характер показывает. Нет, кто-то за вами ухаживает, но нет, вы скажете, нет, это не мое. Возможно, были какие-то когда-то с ним отношения, либо он предлагал эти отношения, или предложит вам, но вы скажете, нет, нет, человек по каким-то... Кстати, человек, говоря, сказать, неплохой, но не ваш человек, вот так может быть. Не вижу я тут каких-то ссор, конфликтов. Ну вот, кстати говоря, может вас быть влюблен, карта дерева, может даже хотеть с кем-то семью, но по тем или иным причинам он вам не подходит. Но по каким причинам? Скорее всего, потому что вы королева мечей. Для тех, кто в паре, это ваш мужчина, и что он здесь? Так, ну вот здесь как раз... решительные действия. Ну, могут быть с ним какие-то конфликты мелкие, но все равно любовь, она от вас здесь никуда не девается. Опять же, обращайте внимание на свою вот эту внутреннюю королеву мечей. С одной стороны, да, колесница нам показала, что держите в том же духе, да, но вот с вашей доминантной позиции все-таки не перебарщивайте, потому что мужчина есть мужчина. Как бы вам не хотелось, наверное, доминировать, хотя Бог знает, какие у вас там отношения, может быть, даже трудно здесь влазить, но тем не менее, когда, если вы переборщите с этим, то мужчина, он все-таки заявит о себе, он скажет, что он мужчина, и он там с собой чрезмерно пафосно вести себя не позволит. Вот здесь что может вылезти все-таки, да, имейте это в виду. Значит, скорее всего, вашу королеву мечей следует вам включать больше в рабочих моментах, да, вот так. Поэтому здесь есть риск, конечно, отношения. Ну, если не испортить, то поссориться можете, да, из-за того, что корона на голове у вас. И давайте посмотрим для мужчин. Это вы сами, я уже сказала, что здесь. Но здесь проявлять мудрость в заключении союзов, контрактов, каких бы то ни было, от деловых до брачных. Какую мудрость, да? Может быть, кому-то действительно стоит задуматься, что пора вступить в брак, вступить в отношения.
потому что пора уже пришла. Да, сколько можно ходить? Кто-то может из семьи вам говорить, сколько можно ходить. Вот она там, девушка, которая вам подходит. Так, ну здесь вот так. Потому что, конечно, карта мужчина, карта личности. Здесь вот пришлось раскрывать много. Я думаю, на этом расклад мы завершим. Давайте вот так вот вам закрою. В любом случае, удачным союзом, удачными отношениями, новыми надеждами на новые начинания. Ну и, собственно говоря, новых начинаний. Активный очень у вас расклад. Есть чем гордиться. Многого добились. И еще, скорее всего, добьетесь. Есть у вас поддержка. Но сильно, вот, конечно, марку держите, но не перебарщивайте. Такой совет здесь в целом. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал на этой платформе и на других. И всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.